Ее останется только облить бензином и сжечь. Макс, что скажешь? Форд хуета. Ну, так нельзя говорить. Форд полная хуета. Заебал. Хорошая машина. Всем советую брать. Но только в наш сервис не заезжать, да? Пожалуйста. Всем привет. В общем, у нас произошло чудо. Мы вчера поздно вечером закончили Ford, поставили мотор, по возможности прокачали систему. Вот сегодня, по сути, будет сегодня полноценный первый запуск. И первый раз мы прокатимся. Мы собрали его полностью, залили антифриз, новое масло, фильтра поставили. Вот он. Вот он, вот он. Я уже, честно сказать, даже не верил, что мы его закончим. Сейчас покажу, как под капотом все получилось. Нашли все, даже крышку. Все собрали, Максим проложил всю проводку, все сложил, все красиво сделал. То есть, не прикопаться. Даже, в принципе, я купил новую направляшку. И здесь зазор, в принципе, не так плохо стал, потому что до этого она была треснутая. Здесь так до этого все было хорошо. Ну что, я предлагаю совершить первый запуск, посмотреть, как работает мотор на холодную. Посмотрим, печка работает, не работает. Я уже, честно сказать, отчаялся и думал, что ничего хорошего не получится. Ну-ка, момент истины. Так, датчик не горит, уровень топлива низкий. Затемнение. Все понятно, капот открыт. Все. Ну что, он работает ровненько. Вообще, вопросов к нему нету. Сейчас проедемся, посмотрим, чек вылезет, не вылезет. Заодно и прокачается антифриз. Ой, вообще сказал, что расскажу интересную историю. В общем, из-за того, что это у нас 1.5 EcoBoost мотор, и я изначально говорил, что тут какое-то бешеное количество патрубок на систему охлаждения, никакого мануала нет, это все по наитию, куда логично, нелогично было бы присоединить тот или иной шланг, но не всегда логично, это правильно. Вот на самом деле только благодаря Максиму он где-то нашел, сейчас покажу, он где-то нашел, значит, мануал, как подсоединяется, потому что мы нашли донора, не донора, образец. Да я ж пошутил. Нашли образец Ford Focus 1.5, я вам показывал, который приезжал нам на помощь и говорил, что все то же самое, и система охлаждения точно такая же. Все не так. Там 17-го года Ford Focus, тоже 1.5 EcoBoost, но там все правильно сделано, там несколько шлангов, там не все так плохо. Здесь был просто аншлаг. До этого, к сожалению, он собрал не по мануалу, мы завели, и прям сразу же стрелка, хлоп, перегрев пошла. Я так расстроился, вот даже себе не представляете, просто вот. Думаю, все сначала, все заново, что делать, опять все перегревается, причем с такой скоростью, раз, буквально минута, и она перегрелась. До часу ночи где-то вся эта история продолжалась, в итоге перепутали местами два патрубка, и два патрубка не продули. Вот, когда мы их продули, оттуда вылетела какая-то грязь, какое-то скопление, что-то, какая-то непонятная жидкость. Все начало дуться, и она перестала греться. Она едет. Чё, нормально все. Странно, единственное, только какой-то шум от двери. Такое ощущение, что она не плотно закрывается. Ну что, мои впечатления. Пока все очень приятно. Турбина прикольно схватывает. Оп. У нас есть неровность, и подвеска, правда, не шумит, не скрипит, ничего. Но в целом ничего. Мне, в принципе, нравится. Давайте ради интереса. Сейчас еще вот тут по прямой дадим ей в пол. Печка дует теплым. Все хорошо. Мы еще не перегрелись, хотя мотор набирает свою рабочую температуру.
Что еще сказать? Шумоизоляция здесь стандартно, да? Шумоизоляция хорошая. Зеркало как бы отмыть. А лобовое стекло у нас совсем устало. Я постараюсь сегодня вызвать человека, который нам его поменяет. Грязь. Поэтому я начну приводить ее сегодня в порядок и поменяем лобовое стекло. Сейчас будет гуру химчистки показывать, что он умеет. Это я. То есть представить, сколько раз ее помыть нужно спустя такое количество времени простое. Я первый раз прошелся, такое ощущение, что ничего не изменилось. Мы в ГАИ. Значит, осмотр прошли. Номер двигателя нашли очень быстро. Каких-то выбитых знаков на самом кузове мы так и не нашли, хотя старались. В итоге эксперт подошел, сказал, что его здесь и не бывает. Достаточно одной наклейки. А жену я предлагаю лишить прав, потому что она оставляет машину на нейтралке, отпускает тормоз в месте, где самое большое скопление ментов. Мне кажется, что это беспредел. Надо у него спросить. Как вы считаете, вас следует лишить прав? Нет, конечно же. Нет, конечно. А как это называется? Ставить машину в нейтралке, отпускать тормоз в самом большом скоплении товарищей полицейских в ближайшем районе. Это нормально? Да. В общем, я жду документы и, надеюсь, пойдем получать номера. И если поставим на учет ее сегодня, я обещал пиццу. Так что... Кому обещал? Кстати, если есть вариант нажать на паузу и в комментариях написать 3 цифры, которые нам должны дать, а тот, кто угадает, я тому закажу пиццу на дом. Просто скиньте адрес и все. Спорим, что это ты будешь? Так люди смотрят. Просто раз такой белорусские номера снимаешь посредине дороги. Если нормально. Симпатичный номер получился. Странный парадокс. Мы починили этот Ford, и с ним все реально хорошо. Он работает ровно. Я на нем реально прокатился один раз, и то, наверное, минут 20. Все это время на нем ездила моя любимая жена. Он кайфарик сидит там, говорит, ей очень нравится эта машина. Но разговор не за то, что ей нравится эта машина. Я хочу подвести небольшой итог, что мы сегодня прощаемся с нашим многострадальным Фордом. Неприятные эмоции мне подарил, на самом деле, очень долго, очень дорого, нудно, нет запчастей. Можно перечислять очень долго. Мы его поменяли на суперкар. Ладно, это, конечно, шутка, не совсем суперкар. Эта машина классом гораздо выше, естественно, с проблемой, естественно, с большой проблемой. Без головной боли я машину не беру. Сделка с новой машиной произойдет, этого мы отдаем, мы доплачиваем, мы забираем новую машину. Ford, прощай. Все. Документы. Денежки. Так.
И последние два слова, кстати, забыл сказать, что тем, кому интересно, что по запчастям, что сколько стоило, где вообще все это можно было купить, насколько тяжело это все было достать и как вообще происходил ремонт от и до, можете писать в комментариях. Я с радостью вам на все отвечу. Так что до встречи в комментариях, ребят. Пока.